Говядину мы будем запекать в фольге с овощами и подавать под очень вкусным орехово-грибным сливочным соусом. Для начала говядину порежьте очень-очень тонко, почти прозрачные кусочки, похожие на азу, но намного тоньше. Если у вас это не получается, зовите мужа, пускай точит ножи. Посолите и поперчите мясо, добавьте специи. Порежьте яблочки, желательно кислые. Порежьте копченость с жирком. Слегка посыпьте мясо карри и положите лавровый лист. Теперь на мясо уложите слоями копчености, яблочки и сливочное масло. Яблочки придадут несравненный аромат, но и дополнительную сочность. Положите сверху немного корейской морковки. Больше никаких овощей класть пока не надо. Плотно закройте фольгу, можно обернуть 2 раза. Уложите мясо в форму жаропрочную с толстым дном и поставьте в духовку на 180 градусов на 1 час томиться. Итак, у нас в фольге сливочное масло, яблочки, копченость, корейская морковка. Все это сделает мясо очень сочным и мягким. Время приготовления говядины будет зависеть, конечно же, от самого мяса. Это может занять час или 2. У меня не было антрикота под рукой, я купила в магазине самое обычное мясо с какой-то В общем, оно оказалось довольно жесткое, поэтому я его готовила 2 часа. За это время оно стало мягчайшее. Через час мясо достаньте, откройте и посмотрите. Если оно почти готово, тогда займемся овощами. В любом случае рассчитывайте приготовление ужина из говядины где-то в районе 2 часов. Час она у вас томится в яблочках сама, и час у вас будут готовиться еще запеченные овощи. То есть вместе у вас получится 2 часа. Через час, если мясо уже практически готово, раздвиньте в стороны яблочки и копченость. Положите подготовленные кабачки и помидорки сверху. Опять закройте фольгу и поставьте уже все вместе с овощами еще на 1 час. С кабачками мы поступаем очень просто. Слегка посахарите их и посыпьте карри, солью и перцем. Уложите их прямо на мясо. Помидоры используйте сорт сливка, он прекрасно переносит термическую обработку, и когда они будут готовы, они будут иметь очень хороший вид, как будто запеченные на гриле. Подготовить их нужно таким способом: разрежьте на 2 части, удалите светлую плодоножку и обжарьте их слегка на сливочном масле на сковородочке, прежде чем помещать их в фольгу к мясу и кабачкам. Обжаривать их нужно только с одной стороны разрезом в масло. При обжаривании помидорок посыпьте их слегка сахаром, чтобы они слегка карамелизовались. Обжаривать их нужно на большом огне, они не должны тушиться. Как только на срезе появится явно отчетливый золотистый оттенок, все, обжаривать больше не нужно. Вот, видите, слегка подзолотились. Выкладывайте помидорки срезом вниз, прямо на кабачки. Сверху помидорки полейте маслицем, в котором они карамелизовались. Закройте теперь уже мясо с овощами еще раз фольгой и поставьте, как я и сказала, на 1 час. Приготовим соус, который сделает наше блюдо по-настоящему прекрасным и праздничным. Соус сливочный, орехово-грибной, и само собой в нем главные компоненты – это орехи, сливки и грибы. Слегка потолките орехи, так они выделят масло и будут более ароматными и вкусными. Грибы, шампиньоны или любые другие порежьте очень-очень мелко. Но делать из них кашу в блендере не нужно, именно измельчите их очень мелко. Вот так измельчите. Для соуса понадобится средних шампиньонов штук 5-6. Раздавите ножом чеснок и мелко-мелко его порежьте. Поставьте сковородочку на средний огонь, положите туда кусочек сливочного масла и дождите, когда он начнет шипеть. В чашку налейте жирных сливок 33%. Положите туда горчицу. Хорошо размешайте горчицу и сливки до однородного состояния. В сливочное масло положите чеснок, добавьте немного сахара, соли и перца, обжарьте 2-3 минуты. Затем добавьте грибы и обжарьте минут 10. Постоянно мешайте, чтобы грибы не пригорели. Если масло кипит сильно, убавьте огонь. Теперь добавьте молотый орех и тоже обжарьте все вместе минут 5-6. Добавьте сливки с горчицей. Обжарьте минуты 2-3. Все, теперь добавляем сливки до того количества соуса, который нам нужен. Не забудьте добавить мускатный орех, соль, перец по вкусу и немного карри. На очень медленном огне уварите соус до загустения. У меня делений в печке где-то 10. Я ставлю мощность всего где-то на 2-3 и варю его где-то минут 20. За это время грибы, орехи
и специи отдают в соус все свои ароматы. Соус получается невероятно вкусным. Если снять его очень рано, он не будет таким насыщенным, и цвет будет слишком белый, а так он станет таким бежево-грибным. Я наливаю сливок даже чуть больше, чем мне нужно, но зато увариваю подольше. Чем дольше варишь этот соус, тем соус вкуснее. Такой маленький секрет. В конце концов, он очень похож на трюфельный становится. Вот и пришло время. Через 2 часа достаем наше основное блюдо. Открываем и смотрим, что у нас получилось. Аромат разносится просто фантастический. Очень красиво выглядят овощи запеченные, как на гриле. Говядина очень-очень мягкая, с легким ароматом дынка, чуть-чуть с привкусом копченостей, с кислиночкой и сластинкой яблока. Это очень вкусно. Сервируем тарелочки, выкладываем мясо, овощи, поливаем их соусом. Приятного аппетита! Советую бокал красного вина взять к этому блюду.